Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим вкусные, пышные вафли. Я приготовлю их с яблоками в этот раз. Посмотрите, какие они красивые. Для этого рецепта нам понадобится 2 крупных яйца. Яйца у меня прям сразу из холодильника, никак их подготавливать и согревать не нужно. Сюда же я добавлю 2 столовые ложки сахара, и всю эту яичную массу нужно будет очень хорошо взбить. Чем лучше взобьем яйца, тем более пышные будут наши вафли. Посмотрите, как масса вся побелела, она должна увеличиться как минимум в 2 раза. Теперь в яичную массу нужно добавить полстакана растительного масла, а также 1 стакан молока и еще 3/4 стакана молока. Также, когда у меня есть ванилин, я добавляю ванилин, это опционально на ваш вкус и усмотрение. Все хорошенечко перемешиваем. На данном этапе уже взбивать ничего не надо, буквально слегка перемешиваем, чтобы ингредиенты все объединились в однородную массу. А также нам понадобится 1 яблоко, его нужно будет помыть и почистить и натереть на крупной терке. Натертое яблоко я отправляю к жидким ингредиентам вместе с соком. Все, чтобы ничего нигде не оставалось. Снова все перемешиваем до однородности. Сильно тут усердствовать не надо, чтобы не разбить уже образовавшиеся пузыри. Подготовим сухие ингредиенты. Нам понадобится 2 стакана муки, 4 чайные ложечки разрыхлителя, 1/4 чайной ложечки соли и корица по вкусу. Просеиваем сухие ингредиенты. Ну а теперь нужно объединить обе смеси. На этом этапе очень важно помнить, что в тесте у нас находится разрыхлитель, который начинает действовать при взаимодействии с жидкостями. Поэтому чем меньше мы будем размешивать готовое тесто, тем пышнее у нас получатся вафли. Поэтому замешиваем тесто очень быстро. Как только мука перестает быть видна, убираем венчик в сторону и оставляем тесто немножко постоять до тех пор, пока у нас не нагреется вафельница. Тесто я всегда стараюсь набирать по краю аккуратно мерной ложкой, чтобы не повредить текстуру оставшегося теста в чашке, и выкладываю в разогретую вафельницу. Температура нагрева у меня выше среднего. Хочу напомнить, что все ингредиенты в миллилитрах, в граммах, в стаканах вы можете найти в конце этого видео, а также я оставлю эту информацию в описании под видео. Вафли у меня выпекались примерно минуту. Вы, конечно, ориентируйтесь по своей вафельнице. Посмотрите, какие они получаются румяные и пышные. Из данного количества теста у меня получилось примерно 16 вафель. На мой взгляд, это один из самых удачных рецептов вафель. Вафли получаются очень мягкие, красивые. Смотрите, какие они симпатичные. Пахнут яблоком, очень вкусные. И посмотрите, какие они большие. А внутри они пористые и попадаются небольшие кусочки яблока. Очень вкусно. Попробуйте приготовить.